Приветствую вас, друзья! Огромное вам спасибо за активность и поддержку. Тайфун третьей категории Вифа, движущийся над Южно-Китайским морем, принес в регион Куангнинь проливные дожди, грозы, молнии и сильный ветер. В преддверии тайфуна на юге Китая были отменены более 200 авиарейсов, а в провинции Куангнинь усилились меры по эвакуации и обеспечению безопасности. В результате внезапной грозы и шквалистого ветра в заливе Халонг перевернулось прогулочное судно Уондер-Си, на борту которого находились 48 туристов и 5 членов экипажа. Инцидент произошел около 13 часов 45 минут по местному времени недалеко от пещеры Даого в заливе Халонг. По предварительным данным, внезапное ухудшение погоды, вызванное тайфуном Вифа, стало причиной потери устойчивости судна, что привело к его опрокидыванию. На борту находились преимущественно вьетнамские семьи из Ханоя, включая более 20 детей. Самому младшему пассажиру было 3 года, самому старшему — 53. Среди выживших — 14-летний мальчик, который провел 4 часа в полузатопленной каюте, где благодаря зазору в 50-60 см поступал кислород. Спасателям пришлось разбить окно, чтобы вызволить ребенка. К спасательной операции были привлечены пограничная служба, военно-морской флот, полиция, портовые власти, а также 27 лодок и 2 спасательных катера. Несмотря на оперативные действия, работу спасателей осложняли сильный дождь, плохая видимость и наступление темноты. К 21 часу по местному времени субботы спасатели извлекли из воды тела 34 погибших и подтвердили спасение 11 человек. Поисковые работы продолжаются, но шансы найти пропавших живыми уменьшаются из-за сложных погодных условий. Вечером 18 июля на традиционной рейнской ярмарке в немецком городе Дюссельдорфе произошел трагический инцидент. Во время проведения большого вечернего фейерверка одна из пиротехнических ракет внезапно изменила траекторию, взорвавшись на малой высоте прямо в толпе зрителей. На опубликованных видеозаписях видно, как толпа, собравшаяся у берега Рейна, чтобы насладиться зрелищем, внезапно в панике разбегается после взрыва. По данным полиции, в результате взрыва пострадали 19 человек. 4 из них получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших есть как минимум 1 ребенок. Полиция Дюссельдорфа начала расследование инцидента, предварительно классифицируя его как несчастный случай. По предварительным данным, одна из пусковых установок для фейерверков могла быть неправильно установлена или перевернута, что привело к тому, что пиротехническая ракета полетела не вверх, а в сторону зрителей, взорвавшись у земли в гуще толпы. В городе Наньнин, в китайской провинции Гуанси, произошел инцидент во время сноса 7-этажного здания. Во время работ по демонтажу конструкция неожиданно обрушилась на экскаватор, который использовался для разрушения здания, полностью погребя ее под обломками. Экскаватор оказался завален тоннами бетона и арматуры. Спасательные службы оперативно прибыли на место и начали разбор завалов. Несмотря на масштаб разрушения, оператор экскаватора, 32-летний Ли Чжан, был извлечен из кабины живым спустя 2 часа после обрушения. Удивительно, но он отделался лишь незначительными ушибами. По словам спасателей, кабина экскаватора, оснащенная усиленной защитой, выдержала давление обломков, что и спасло мужчине жизнь. Местные власти инициировали расследование инцидента, чтобы установить точные причины обрушения. Предварительно рассматривается версия о нарушении техники безопасности при демонтаже, а также возможные ошибки в планировании работ. В Сакском районе Крыма, вдоль автодороги Евпатория-Симферополь, был полностью ликвидирован ландшафтный пожар, охвативший 40 гектаров сухостоя. Пожар начался утром 19 июля, высокая температура и сильный ветер способствовали быстрому распространению огня по сухой растительности. Задымление на участке автодороги Евпатория-Симферополь привело к временному ограничению движения транспорта.
К тушению пожара привлекли 71 специалиста и 15 единиц техники, но вскоре пожарная группировка была усилена. К вечеру стало известно о локализации огня. Полная ликвидация пожара была объявлена утром 20 июля. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, огонь не затронул жилые дома или инфраструктурные объекты. После ликвидации пожара движение на автодороге Евпатория-Симферополь было полностью восстановлено. В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании в районе села Скворцово Симферопольского района. По прибытию было установлено горение сухой растительности вдоль трассы с правой и с левой стороны примерной площадью 40 гектар. Для ликвидации пожара направлена группировка общей численностью 147 человек, 38 единиц техники. Существовала угроза перехода на населенный пункт Скворцово. В 16 часов пожар локализован на площади 40 гектар. Пляжи Азовского моря в Краснодарском крае, включая популярные курортные поселки Кучугуры, Пересып и Голубицкое, столкнулись с массовым нашествием медуз-корнеротов. Эти ядовитые морские обитатели, известные своими болезненными ожогами, сделали купание на побережье практически невозможным. Наиболее критическая ситуация наблюдается в поселке Пересып, где море буквально кишит ими, а морское дно скрыто под слоем этих существ. Экологи объясняют массовое скопление медуз юго-западным ветром, который в последние дни пригонял их к побережью, а также изменением экологических условий в Азовском море. Соленость воды в Азовском море продолжает расти, приближаясь к показателям Черного моря. Это связано с сокращением притока пресной воды из рек, теплыми зимами и перекрытием водных каналов. Высокая температура воды и обилие планктона, служащего кормом для медуз, также способствуют их размножению. Медузы-корнероты, достигающие до 80 см в диаметре и веса более 10 кг, являются самыми ядовитыми в Черном и Азовском морях. Их длинные щупальца, покрытые стрекательными клетками, содержат нервно-паралитический яд, который вызывает у человека болезненные ожоги, схожие с ожогами от крапивы. Симптомы включают зуд, покраснение, волдыри, а в некоторых случаях озноб, головную боль и лихорадку. В зоне риска находятся дети до 6 лет и люди с аллергией, у которых ожоги могут вызвать более тяжелые реакции. В редких случаях, если поражена большая часть тела, ожоги могут представлять угрозу для жизни. — 18 июля рейс DL-446 авиакомпании Delta Air Lines, следовавший из международного аэропорта Лос-Анджелеса в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета. Уже через несколько минут после взлета с взлетно-посадочной полосы экипаж заметил признаки возгорания в левом двигателе. Пилоты немедленно объявили чрезвычайную ситуацию и запросили разрешение на возвращение. Самолет, поднявшись на высоту около 914 метров, совершил разворот над Тихим океаном и, пролетев над районами Дауни и Парамаунт, благополучно приземлился на взлетно-посадочной полосе, где его встретили аварийно-спасательные службы аэропорта. Огонь в двигателе был потушен. Благодаря оперативным действиям экипажа и наземных служб происшествие обошлось без пострадавших. В районе Кеннон-Роуд, в Багиа-Сити, в филиппинской провинции Бенгет, около 13 часов 15 минут по местному времени, огромный валун, сорвавшийся с горного склона, скатился вниз, разрушив жилой дом и припаркованный автомобиль. К счастью, человеческих жертв удалось избежать, однако погибла собака, которую завалило обломками. По данным Бюро по снижению рисков и управлению при стихийных бедствиях Багиа, причиной обрушения стали сильные дожди, вызванные тропическим штормом Крисинг и усиленные юго-западным муссоном, которые привели к размягчению почвы и спровоцировали камнепад. Жильцы дома были эвакуированы заранее, что позволило избежать человеческих жертв.
Город Данте в округе Рассел в американском штате Вирджиния оказался в эпицентре мощного наводнения, вызванного продолжительными ливнями. По данным Национальной метеорологической службы США, в ночь с пятницы на субботу в регионе выпало от 100 до 120 мм осадков за короткий промежуток времени, что привело к стремительному разливу рек и ручьев. В Данте, небольшом городе в округе Рассел, особенно пострадала зона Банчтаун, где дома и дороги оказались затоплены. Зафиксированы также многочисленные оползни и поваленные деревья. Власти направили в зону бедствия команды быстрого реагирования, которые работают над расчисткой завалов и восстановлением проезда. Эвакуированные жители были размещены в общественном центре Данте. Во второй половине дня, в условиях аномальной жары и высокой влажности, на Белгородскую область вчера обрушился шторм, сопровождавшийся выпадением крупного града. В селе Яблоново, расположенном на правом берегу реки Оскол, град достигал размеров от 2 до 5 сантиметров в диаметре. Особенно крупный град выпал в Валуйском городском округе и районе Нового Оскола. Местные жители сообщают о повреждении кровель домов, теплиц, сельскохозяйственных угодий, а также автомобилей. Некоторые жители сравнивали град с куриными яйцами по размеру, подчеркивая его необычную величину. Непогода вчера наблюдалась и в Хакасии. Около 18 часов на Абакан обрушились грозовые облака, принесшие град размером до 2-3 сантиметров, сильный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду и интенсивный дождь. По данным местных источников, град повредил автомобили, теплицы и кровли частных домов, а порывы ветра ломали деревья и срывали линии электропередач. Больше всего от стихии пострадали центральная часть города, микрорайоны Южный и Красный Абакан, а также пригородные территории, такие как дача Подсинье. 18 и 19 июля город Аджмер в индийском штате Раджастхан оказался в эпицентре мощного наводнения, вызванного непрекращающимися муссонными ливнями. По данным Индийского метеорологического департамента, за 48 часов в Аджмере выпало более 100 мм осадков, что привело к переполнению озера Анна-Сагар и озера Варун-Сагар. Уровень воды в озере Анна-Сагар достиг критической отметки, заставив власти открыть все шлюзы, что усилило подтопление в низменных районах. В Пушкаре улицы, дома, отели и магазины оказались под водой, а транспортное сообщение было нарушено. Особенно сложная ситуация сложилась в районе Даргаха-Хваджа Муйнуддин-Чишти, где сильные потоки воды унесли нескольких человек. Благодаря оперативным действиям местных торговцев и спасательных команд пострадавших удалось спасти. В районе Накфани из-за оползня, вызванного ливнями, погибла женщина и 2 детей, что стало единственным подтвержденным случаем гибели людей в Аджмере на момент 19 июля. В больнице Джавахарлал-Неру вода проникла в коридоры, палаты и отделения МРТ, создав серьезные неудобства для пациентов и персонала. Несмотря на усилия властей по откачке воды, ситуация в больнице оставалась критической. Власти объявили 18 и 19 июля выходным для всех школ города. Спасательные команды, включая сотрудников гражданской обороны и национальных сил реагирования на стихийные бедствия, проводили эвакуацию жителей из затопленных домов с использованием лодок. Индийский метеорологический департамент выпустил красный уровень предупреждения о сильных дождях. Власти призвали жителей избегать затопленных зон и не приближаться к водоемам. — 13 июля около 10 часов утра город Наваи в Узбекистане начал окутывать плотный серый дым, который значительно ухудшил видимость и вызвал неприятный запах. Аналогичная ситуация повторилась 19 июля, когда пылеобразное облако вновь накрыло Наваи. Жители жаловались на першение в горле, затрудненное дыхание и общее ухудшение самочувствия, что усилило подозрения о возможной химической природе дыма. Жители начали активно обсуждать инцидент, обвиняя в загрязнении воздуха крупнейшее химическое предприятие региона Наваи Азот. Наваи Азот, крупнейший производитель аммиачной селитры и другой химической продукции в Узбекистане, оперативно отреагировала на обвинение.
Пресс-служба предприятия опубликовала официальное заявление, в котором отвергла причастность завода к инциденту. Для подтверждения своей позиции НАВАИ «Азот» предоставил записи с камер видеонаблюдения, установленных на территории предприятия. На видео, датированных 13 и 19 июля, видно, как серое облако движется в сторону города со стороны международного аэропорта НАВАИ, расположенного в 20 километров от центра города. Записи с камер, указывающие на аэропорт как возможный источник дыма, породили новые гипотезы среди жителей и экспертов. Некоторые предполагают, что пылеобразное облако могло быть вызвано строительными работами или другой деятельностью вблизи аэропорта. Международный аэропорт НАВАИ, помимо обслуживания пассажирских рейсов, является крупным логистическим хабом, где проводятся работы по расширению инфраструктуры. Однако официальных данных о строительстве или иных процессах, способных вызвать такой объем пыли, пока не поступало. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана пока не опубликовало официальных комментариев относительно инцидента. Однако местные власти Наваийской области объявили о создании специальной комиссии для расследования причин появления пылеобразного дыма. Вблизи города Тикамак в мексиканском штате Мехико, примерно в 40 километров к северо-востоку от Мехико-Сити, около 15 часов по местному времени прошел торнадо. По данным очевидцев, вихрь сопровождался сильным ветром, ливнем и градом, что усилило его разрушительный эффект. Торнадо повредил несколько домов, сорвав крыши и разрушив легкие постройки, такие как навесы и сараи. Также пострадали линии электропередач, что привело к временным отключениям электроэнергии в некоторых районах. Сообщается о поваленных деревьях и поврежденных транспортных средствах, припаркованных на открытых участках. К счастью, по предварительным данным, жертв и серьезно пострадавших среди населения не зафиксировано. В пустынном регионе Атакама, недалеко от города Копипо, в Чили, прошел мощный пылевой вихрь. Вихрь был замечен около 14 часов по местному времени в районе дороги, ведущей к Лос-Лорос. По предварительным данным, пылевой вихрь в районе Копипо не привел к человеческим жертвам или значительным разрушениям. Однако местные жители сообщили о временном ухудшении видимости на дорогах. Вихрь поднял в воздух большое количество пыли, которое осело на близлежащих территориях, включая сельскохозяйственные угодья и жилые зоны. По данным местных метеослужб, вихрь сформировался в условиях жиркой погоды, ясного неба и сухого грунта, идеальных факторов для возникновения пылевых вихрей.